Политика – это блюдо, которое подают горячим. Вы сказали, одна страна, один президент, одна победа. Любая страна патриотичная может сформировать подобный лозунг: «Хочешь испытать человека, дай ему власть». Я очень рад, что умею зарабатывать. Я всегда делал куриные котлетки, в мясорубке проворачивал фарш. У вас был краш. А вообще крах. Говорят, что вашим настоящим отцом является Владимир Ресин. Почему мы так редко встречались, когда я был маленький? Набрал лишний вес, а сейчас сбросил 33 килограмма и чувствую себя как в детстве. А либералы как ругательное что-то такое не очень позитивное. Мы либеральность в худшем смысле слова. Драться, естественно, приходилось. А в вашей команде есть место коммерческим депутатам? Видимо, это какая-то интрига. Я не пытаюсь копировать Владимира Вольфовича. Избрали войну, а не мир. Я точно не сухарь. Денег на новый телевизор не было. Мы можем говорить о прекращении огня. Сколько наших ребят были бы живы. Начнем мы ядерную войну или нет? Пора перезагружаться. ЛДПР – это еще партия Жириновского или уже партия Слуцкого? На моей политической кухне может быть по-настоящему жарко. Поэтому первый, наверное, главный вопрос. ЛДПР – это еще партия Жириновского или уже партия Слуцкого? Первым делом, Мария Валерьевна, для меня большая честь быть вашим гостем в новом формате, пускай он будет самым жарким из всех ныне существующих в нашем информационном пространстве. Докладываю. ЛДПР была, есть и, конечно же, останется партия Жириновского, великого политика современной России, который создал партию уже 36 лет назад, который умел силой интеллекта заглянуть в будущее. И вот сейчас еще один его прогноз сбылся относительно встречи Трампа и Путина, которая может стать судьбоносной для всей системы мировой политики, международных отношений 21-го столетия. И недаром его книга, которая последняя увидела свет уже после его трагического для нас ухода из жизни, так и называется «Мои прогнозы сбылись». Нельзя быть Жириновским. Нельзя пытаться быть Жириновским, это ни у кого не получится, да и нет такой необходимости. ЛДПР – это, таким образом, партия Жириновского, которой руководит Слуцкий. Леонид Ильич, но тем не менее, люди-то говорят, что все-таки это ваша партия, вы сильный аппаратный игрок. И была партийная борьба, вы в ней победили. И сейчас люди-то говорят иное. Но они говорят, Жириновский, безусловно, наше наследие, как Ленин. Но де-факто правит бал-то, собственно, Слуцкий. Ну, наверное, Мария Валерьевна, правит бал ныне здравствующий лидер партии. Но вместе с тем наша основа, наш отец-основатель – это Жириновский. Его колоссальное наследие, которое уже оцифровано к его предстоящему грядущему 80-летию. 25 апреля будущего года Владимиру Вольфовичу мы говорим и думаем о нем как о живом 80 лет. Ну, а что касается текущей деятельности партии, в соответствии с тем непростым моментом, который сегодня переживает наше Отечество, весь русский мир, русская цивилизация, конечно, ЛДПР должна, чтобы двигаться вперед, чтобы в большей степени соответствовать запросам и чаяниям людей, ради которых Жириновский создал когда-то партию. И, собственно, ради людей существует любая политическая партия в любой стране и в любую эпоху. Но ЛДПР особым образом сегодня близка к людям, которые к нам идут, которые в нас верят. И это задача моя как действующего лидера партии.
А пока, друзья мои, мы заберем Леонида Эдуардовича от фанатов и фанаток. Всего хорошего. Саша, молодец. Нет? О, Леонид Эдуардович, подождите, а что за тачка? Вы подождите, не спешите. Это Аурус, как у президента. Не, у президента он круче, он удлиненный и бронированный у президента, а у меня маленький такой. Так, Вот. а что есть здесь? Сколько там лошадей? Есть абсолютно все. Все лошади, вот, но у президента он в гараже особого назначения форсированный. А здесь стандартная комплектация, но тем не менее Аурус Сенат. Вот. И сейчас на нем перемещаются все депутаты, которые занимают руководящие должности, то есть зампреды Государственной Думы и лидеры фракций. А можно что вопрос служебная на машинка. засыпку? Да. А что вы возите в багажнике? В багажнике вожу, А посмотреть можно? хотел сказать, запасное колесо, Давайте но мы его выложили. Смотрим. Давайте. Интересно, что Слуцкий возит в багажнике? Давайте. К Ну-ка, сожалению, не деньги. Вот. посмотрим. И не трупы, очевидно. Так, что у нас здесь? Не-не-не. Какая-то книжка у вас, смотрите, Вот, интересная. да. Так, Вот. Тут какие-то вещи водителей. Вот. Ничего особенного я так здесь понимаю, нет. вы часто бываете на новых территориях, поэтому, наверное, какая-то снаряга еще бывает, попадает. Снаряга бывает часто. И причем самое, что ни на есть для новых территорий. Но сейчас ее нет. Присаживайтесь. Спасибо. А я ваш телеграм-канал почитала. Вы пишете, Россия русских таксистов. Мигранты – это группа риска во всем, в том числе по наличию опасных заболеваний и наркозависимости. Бесплатное обучение для мигрантов в России нужно отменить. Это очень жесткие высказывания. Почему? Кто сталкивался с мигрантами, которые продают наркотики, подсаживают молодежь на иглу, на синтетику, понимают, какое это зло. Те, кто это преступление один раз совершил, тому в России не место. На самом деле, действительно, мы должны четко понимать, что подобного рода ребята в нашем обществе опасны. Мы не против всех мигрантов в принципе. Уважаешь наши традиции, устои нашего общества, знаешь язык, готов спокойно жить, не вести свою огромную семью, зарабатывать, отправлять деньги домой, пожалуйста. Но все остальное – это не для нас. Мигранты не должны быть рассадником преступности, рассадником, давайте скажем так, распространения, это чуть-чуть не по-русски, но источником распространения наркотиков среди молодежи. Все это крайне опасная тенденция. И будем бороться. Кстати, уже боремся и весьма успешно. Митош, я когда готовилась к интервью, обнаружила интересное видео, как вы с Жириновским готовите блинчики. А не буду я так делать. Пусть потолще будет и все. А то что это слишком большое. Мне приглянулась эта идея. Я подумала, почему Выступить в роли Жириновского. до этого я не дотяну, но ассистировать либо вы мне, либо я вам, думаю, что в состоянии. Давайте я вам. Договорились. Но тогда приступаем. Это блинчики по рецепту моей бабушки. Чудесно. Поэтому А бабушку как зовут? Мария. У меня обе бабушки Марии. Ну, чудесно. То есть 3 Марии. 3 Марии. Чудесно. Умеете готовить? Любите или готовить? Делаете ли это дома? Сейчас нет. А вообще я всегда делал куриные котлетки. В мясорубке проворачивал фарш, жарил с 2 сторон. Так вот было в нашем детстве. Потом готовил картофельное пюре. Последнее не всегда получалось. Но это память детства. Любимое блюдо, поскольку другого почти что не было, как раз те самые котлетки вот, с картофельным пюре. Еще была гречневая каша. Ну и выбор был не особенно большой. Был рис, а котлетки были с пюре каждый день. Так А что я на них что вырос. по праздникам готовила мама? По праздникам можно было сделать яблочный пирог. Он получался очень вкусный. Вот, чтобы пирог дышал, мама ножницами каждую частичку, ну как каждую частичку, вот, пирог делился на 12, наверное, частей, вот, прорезала ножницами, вот, и было очень-очень вкусно. Это действительно было нечасто, в несколько месяцев раз.
Но зато вкус пирога остался в памяти. А сейчас кто готовит дома? Сейчас, как правило, я дома появляюсь, когда все спят. Поэтому там что-то такое остается на столе, накрытое салфеточкой. С утра на работу мы заказываем омлет, пиццу. Но это часто проходит мимо меня, потому что я, бывает такое, что сплю мало и прихожу достаточно впритык к началу утреннего мероприятия, начиная заседание нашего любимого комитета. То есть конкуренции дома за готовку у вас с супругой нет? Нет, ни с кем. Давайте мы нашим слушателям и зрителям расскажем, что мы делаем венчиком и ложкой. Да, сейчас 3 ложки сахара. Венчик у нас пока отдыхает. Венчик. Вот, теперь венчик работает. Да, венчик работает. Политика и кухня – это, конечно, совместимые вещи. На кухне Конечно. еще ведь говорят о личном. Я не Прошу могу вас вас не спросить, ведь сейчас, наверное, самый главный слух, который курсирует везде, во всех коридорах, всегда, не только Государственной Думы, вокруг вашего имени, это, ну, вы догадались, о чем идет речь? Видимо, это какая-то интрига. Безусловно. Говорят, что вашим настоящим отцом является Владимир Ресин. Ну, а почему не Жириновский? Он по возрасту тоже мог бы. Как прокомментируете? Раскройте правду. Вы знаете, я Владимира Ильича Ресина называю папа. И, Это мы слышали. да, как-то один известный человек, на весь мир известный, к сожалению, он уже ушел из жизни, спросил Владимира Ильича: я знаю, почему у Слуцкого все получается. Потому что он твой сын. Он говорит: я бы рад иметь такого сына, но у него все получается не потому, что он мой сын, а потому, что он не такой жлоб, как ты. Человек на него тогда обиделся, ну, немножко был прижимистый, ничего страшного. А на самом деле меня папа, как я называю Владимир Ильич, еще в 90-е годы научил хорошему принципу: держись подальше от жадных людей. Жадный мужчина не мужчина. Я спросил Владимира Ильича это в отношении к женщине, он говорит: нет, в принципе, любой жадный мужчина обречен на провал. Жадный мужчина не мужчина, повторил мне. Потом я на десятках и сотнях, наверное, примеров в этом убедился. А как вы с ним познакомились? В 92 году они жили с Лужковым на соседних дачах в дачном поселке Усово, управление делами президента. И Владимир Ильич, как-то мы с ним встретились на одном из мероприятий, пригласил в гости. Я тогда был совсем молодой. Ну и через некоторое время, как раз по его рекомендации, стал советником мэра Москвы по ответственным вопросам, по взаимодействию с администрацией президента и правительством России. Для меня это была хорошая школа. Тогда появились первые субвенции в Москве. Тогда появилась строительная милиция, если брать как раз блок Владимира Ильича Ресина. Тогда, мы помним, в советское время было 2 Германии, соответственно, в Москве 2 посольских комплекса, а потом Германия объединилась. И один из комплексов на Большой Грузинской области отошел Зурабу Константиновичу Церетели, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. Вся жизнь прошла вместе, я перед ним преклоняюсь. Тоже один из моих старших друзей, наставников, президент Российской академии художеств. Много интересного было в то время. Ну, а что касается Владимира Ильича, то если он не отец, то как отец точно. Он очень многому меня научил. Подходом к жизни, к людям, к делу. Про либеральную демократию хочется поговорить. Давайте. Ну, вы знаете, что человек весьма интересующийся философией. У меня было время подумать о вечном. Либерально-демократическая партия. Ну, во-первых, у меня возникает какой-то диссонанс. Ну, смотрите, либерализм – это про права индивида, где индивидуализм и индивидуальность есть суть, главная ценность. Демократия – это власть народа, значит, толпы. Как 2 термина либерализм и демократия могут сочетаться в одном? Очень просто. Либерализм и демократия всегда идут рука об руку. Кстати, либерально-демократических партий достаточно много. Давайте вспомним Японию. Но я мог бы предвосхитить ваш следующий вопрос, или, может быть, задал бы его, находясь на вашем месте. А, собственно, настолько ли ЛДПР либерально? Не в бровь, а в глаз. Либеральной? Значит, мы являемся по своей сути. Жириновский нас создал либеральными, не стесняющимися быть резкими в соответствии с теми задачами, которые сегодня люди
общества, проблемы современной России ставят перед нами. А либералы, как ругательное что-то, что-то такое не очень позитивное, это следствие либералов 90-х или начала 2000-х, которые уезжали на Запад, которые хаяли Россию, многие из них, к сожалению, продолжают. И это показатель, индикатор нашего с вами либерализма к ним. Собака лает, караван идет и идет. Несмотря на 20 с лишним тысяч санкций и рестрикций, вам эта тема хорошо знакома, вполне себе уверенно. Что касается вот тех самых либералов, не они носители слова «либерал», понятия «либерал», «либеральный» и так далее. Либерал своими корнями уходит вглубь столетий и означает именно то в абсолютно неотносительной системе координат, с чего вы начали предыдущий вопрос. Это свобода услышать людей, это свобода решить в том числе и не всегда стандартными методами те проблемы, которые в нынешнее нестандартное время люди ставят перед нами. И вот эта нескованность в каких-то окаменелых стереотипах, рамках и что-то, что вроде бы как принято, для нас принято быть надежными для людей, быть эффективными для людей. И в этом высший смысл реального либерализма. Тогда вопрос. В либерализме по Слуцкому и либерализме ЛДПР назовите мне хотя бы один, может быть, несколько законов по-настоящему либеральных, которые продвигает или продвинул ЛДПР. Я бы сказал именно в системе координат предыдущего своего ответа, что это посвящено людям и нестандартным подходам к их запросам. И сегодня у ЛДПР эффективная, как я считаю, повестка, связанная с миграционным законодательством. Мы внесли законопроект, нас не сразу, но поддержали практически все наши коллеги по парламентским партиям. Запрет на ввоз в страну своих огромных семей, которые здесь потом создают очереди в медицинские социальные учреждения. Дети создают беспорядок в школах, это я еще либерально выражаюсь. Кроме того, у нас законопроекты, из них уже многие приняты, об упорядочении нахождения мигрантов здесь, о повышении ставки НДФЛ для них до 30%, об обязательной сдаче экзаменов, причем государственным структурам, на владение русским языком, на знание русской истории. Так а где либерализм-то здесь? По-моему, это жесткие, авторитарные, правильные, но законы. Мы либеральность в худшем смысле слова, вот в смысле как раз этих ребят, которые хаят Россию и призывали нас быть либеральными, в том числе к тем, кто сюда приезжает. Вот мы проявили этот либерализм в худшем понимании слова раньше, позволив мигрантам все, без ограничений. Мне вот что интересно. При всем при том, вы, когда говорите о мигрантах, часто говорите о смертной казни. При этом я и многие люди знают вас как человека очень воцерковленного. Как это совмещается? Давайте будем говорить о тех вещах, которые в нашей истории карались высшей мерой наказания. Это то, что несопоставимо с человечностью. Это чудовищное преступление, связанное с уничтожением людей, и многие другие вещи, которые действительно несопоставимы с логикой жизни, с логикой нормального человеческого общежития не в студенческом смысле слова. Но ведь не мы давали жизнь, как мы можем ее забрать? Дело в том, что они, те, кто забирают жизни у невинных, а многие преступления именно с этим связаны, они должны караться именно таким образом. Давайте вспомним. У нас с 1996 года Россия была членом самой широкоохватной на тот момент европейской организации под названием Совет Европы. Я был долгие годы членом нашей делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСЕ,
вице-спикером ПАСЕ. И мы, в том числе и председательствуя в Комитете министров Совета Европы, это был 2006 год, были единственной страной в этой организации. Сейчас мы из нее вышли, потому что она стала сателлитом заокеанских институтов. Вы также в этом хорошо разбираетесь, Мария Валерьевна. Мы единственная была страна, Россия, которая не ратифицировали 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, а это отмена смертной казни. Мы наложили мораторий при вступлении в Совет Европы на исполнение приговоров, связанных с высшей мерой наказания, но мы не стали ратифицировать этот 6-й протокол, потому что после чудовищных преступлений в начале 2000-х в Буйнакске, Волгодонске, Каспийске, Москве, взрывы жилых домов. И потом люди старшего поколения к этому были не готовы, которых мы уважаем, которых мы ценим, и которые наш генофонд, если бы не они, и нас бы с вами не было. То есть вы считаете это реалистичным? Я Вернуть считаю, смертную казнь и остаться в правовом поле? Мы сегодняшняя цивилизация, мы сегодняшняя Россия, мы еще не пришли к тому, имея дело с реальными чудовищными преступлениями, которые в том числе совершаются нацистами в ходе нашего противостояния с последним, хотел бы из этого исходить и на это уповать, нацистским режимом в человеческой истории на Украине, мы еще не готовы к тому, чтобы реальным образом отказаться в принципе отныне и навсегда от высшей меры наказания. Я позволю себе, завершая ответ на этот важный, я уверен, для слушателей и зрителей нашей политической кухни вопрос, вспомнить, казалось бы, отступление, но нет, стихотворение, которое было написано в годы войны. И человек, который его написал, если бы он остался жив, наверное, стал бы знаменитым поэтом. Это был такой Алексей Годзев, студент Московского института философии, литературы и искусства, МИФЛИ, который он написал своей любимой девушке с фронта. «Нет времени НАТО подсчитывать даты, ведь даже отчаянной храбрости мало в тяжелом бою, обреченно неравным горячего сердца с холодным металлом. Кто может сказать, что на фронте не страшно, но в бой поднимает команда? Пора. Нет времени ждать, то зовет в рукопашный, охрипший от ярости гений добра». И вот эти строчки об охрипшем от ярости гении добра я не могу забыть. Вот мы сегодня и есть тот самый гений добра, вокруг которого, как гения добра, создается сегодняшняя мировая архитектура, вокруг идей и подходов, об этом, наверное, переговорим позднее, президента России за многополярный мир, за добро, а не зло, за силы света, а не силы тьмы, за мир, а не движение к Третьей мировой войне, где не будет победителей. Но этот гений добра действительно охрип от ярости, глядя на чудовищное преступление, которые, увы, иногда совершаются в нашем обществе, которые совершаются укронацистами на фронте. Поэтому при всей нашей с вами реальной доброте и нетерпимости к тому, что несут с собой силы зла, мы не готовы, и люди, ради которых мы работаем, не готовы отказаться от высшей меры наказания. Какие 3 преступления, как вы думаете, конкретно могли бы караться смертной казнью? Убийство, массовое преднамеренное уничтожение людей – это практически одно и то же. Любые преступления против человечности, похищение детей, ну и, конечно, то, что связано с организацией преступных режимов, являющихся носителями фашистской, нацистской идеологии. Аборт – это убийство? Аборт – это убийство? Пирогов писал: аборт – это операция из-за угла, операция ломом и лопатою. Аборт – это страшное вмешательство в женский организм, но есть аборты, которые совершаются по медицинским показаниям, когда женщина не может, к сожалению, выносить или родить ребенка, а есть аборты, которые совершаются, планируются, к сожалению, женщинами, которым просто условия их жизни не позволяют
иметь детей. Запретить? Запретить? Я высказывал в свое время такой подход. Я думаю, что все-таки правильным подходом сейчас и на годы вперед является наше реальное содействие условиям, чтобы женщины рожали. То есть не запрещать? Или запретить? Я не стал бы здесь, несмотря на жар нашей политической кухни, говорить о черном и белом. Все-таки это тонкая материя, нельзя и здесь быть есть немножечко полутона. беременной. Можно быть или беременной, или нет. Нельзя быть наполовину беременной. бывает. Умница, Или Мария запретить, Валерьевна. или нет. Я считаю, что создать условия, чтобы Россия стала страной многодетных семей снова, как 100 лет назад, чтобы Россия преодолела демографический кризис, создать условия, это ближе к тому, если брать вот эти два противоположных полюса, чтобы не запрещать, чтобы нам работать на женщину, на женское здоровье. У нас масса предложений, часть из них уже приняты и стали частью законодательства, а часть обдумываются правительством. В частности, надо воссоздать ясельные группы для деток от 2 месяцев до 3 лет, которых почти что нет. И многое-многое другое, чтобы мамы могли совмещать карьеру и материнство. Здесь несложно. Здесь надо просто не сотрясать воздух, а предпринимать реальные шаги. Как, впрочем, и во всем остальном. И ингредиенты мы положили, нам нужно подождать 15 минут, чтобы у нас было все Чудесно. Из отлично. них несколько минут прошло. Поболтаем тогда. С удовольствием. Так вот, цитата Юрия Лужкова о вас. Значит, что он говорил? Он работал вместе с Ресиным. Ресин вместе с ним, все-таки он был его начальником. Да. И экспертиза у него прежде всего была по строительным делам. У меня было впечатление, говорит Лужков, собственно, о нем, о вас, как об активном и эффективном работнике. Можете вспомнить то время, чем конкретно вы занимались у Лужкова? Высокая оценка. Он говорил: слушай, ну ты как робот. Вообще приятно было слышать. Когда начальник о тебе говорит, что ты как робот, значит, ты эффективен. Тогда было очень много интересного. Прежде всего, я был существенно моложе практически любого, с кем я соприкасался. Мне было там примерно 24 года. И работать с администрацией президента, с правительством, тем более то самое либеральное правительство Гайдара, там были ребята не вполне простые в общении, но тем не менее вопросы решали. Мы тогда за 92-93 год выпустили порядка 60 постановлений, распоряжений правительства России по Москве. Многие из них до сих пор действуют. Мы часто с Собяниным, вот недавно встречались на Дне строителя, вообще мы видимся очень часто с Сергеем Семеновичем, это вспоминали. Владимир Ильич, по сути, дал мне путевку в жизнь. И не только в жизнь политическую. Эта работа не была политической. Но в жизнь самостоятельную. Когда я научился держать удар, решать нестандартные задачи, не бояться сложностей, а к возникающим относиться с юмором. Это в работе очень помогает. В середине 90-х вы связали свою карьеру с банковским бизнесом. Проминвестбанк, как вы помните, потом Уникомбанк, где вы были зампредом правления. Правда ли, что когда Уникомбанк стал обслуживать счета «Газпрома», именно вы курировали это сотрудничество? Нет, Уникомбанк стал позднее работать с «Газпромом» и с его дочерними компаниями. В то время, когда я там работал не столь долго, мы занимались в основном Московской областью, которую я очень хорошо знаю. И не только с тех пор, а в принципе мы хорошо работаем с Московской областью сегодня. Там у нас сильное отделение. Ну и в целом меня связывают дружеские отношения с Андреем Юрьевичем Воробьевым, губернатором Московской области, эффективным губернатором, и с теми, кто свою жизнь связал с этим важнейшим субъектом нашей федерации. В то время, как вы считаете, вас можно было назвать богатым человеком? Помните, сколько примерно вы зарабатывали? Можно было назвать, наверное, не бедным, богатым. Наверное, можно было назвать каких-то олигархов, тут уже вот бесспорно. Но все, что, в общем-то, мне надо, я заработал именно тогда в банковской сфере. Потом, став депутатом, я много своих
денег раздал по друзьям, что называется, в доверительное управление. Они там и работают. И вот сейчас я их достаю на партию, на выбранные компании и так далее. И, честно говоря, я как раз все, что было когда-либо в моем распоряжении, как правило, заработал сам. И, хотя это было непросто, я очень рад, что умею зарабатывать. Так же, как сегодня многие проекты нашей молодежки, молодежного отделения ЛДПР, мы, молодежного движения, связываем именно с реальной экономикой. Мы помогаем молодым дизайнерам, мы помогаем ребятам, которые трудятся в промышленности. Вместе занимаемся с нашим экономическим советом, Константин Анатольевич Бабкин, его глава, ключевой акционер Россельмаша. То, что было утрачено за 3 с лишним десятилетия, сельхозмашиностроение, станкостроительная, инструментальная промышленность, все это очень и очень важно. Тогда получается 90-е. Вот есть две позиции. Да? 90-е – это царство свободы, когда были невероятные возможности. Для кого-то 90-е – это большая трагедия, потому что страна в разрухе, почти гражданская война. 90-е для вас? 90-е для меня, как и для всех, это тяжелые годы. Лихие 90-е. И мы, хотя многому научились, мои друзья, мои сверстники, мы жили, как и сейчас живем, не в вакууме. И видели, как тяжело людям, которые в одно прекрасное утро проснулись нищими. Вся вот эта ваучеризация, приватизация и все прочее, не будем сейчас давать оценки, иначе это будет смена темы нашей программы. Но понятно, что людям вокруг было тяжело. И уже тогда я решил быть людям полезным. В конце 90-х познакомился с Жириновским. В конце 90-х мы с друзьями создали Ассоциацию гражданского общества. С этих позиций избрался в Государственную Думу 3-го созыва в 99 году. Ну и все остальное время уже работаю в Государственной Думе и в системе координат ЛДПР осваивал то, чем мы занимаемся сегодня. Это помощь людям, это поддержка людей. Кстати, возвращаясь к Жириновскому, наверное, еще вернемся неоднократно, на его надгробном памятнике, на цоколе памятника на Новодевичьем кладбище, известная цитата из его беседы с Познером. Он всегда завершал вопросом любую передачу: что вы скажете, представ перед Богом? Я сделал все, что мог, отправьте меня обратно. Ответ был: верни меня обратно, я не хочу здесь лежать в райском саду, я лучше буду полуголодный, продираться сквозь тайгу, но помогать людям. И в этом весь Жириновский, его яркая, пронзительная жизнь. Я зашла на сайт ЛДПР, посмотрела программу, прочитаю вам цитату. Почти 50 тысяч должностных лиц разного уровня за прошлый год привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупцию, это мелкие жулики, написано у вас на сайте, за получение взяток осуждены 1914 человек. Это население небольшого поселка, написано у вас. Прокуратура вернула в бюджет около 400 миллиардов рублей. Деньги вернули, а время нет. Справедливо. Вы поднимаете очень серьезные вопросы. Но что предлагаете? Как искоренить коррупцию? Разве она не исторически у нас в крови? Было бы очень грустно, если бы мы согласились с тем, в эфире политической кухни, что коррупция неистребима, потому что она у нас в крови, потому что наш исторический генотип, можно подобрать синоним, не подразумевает искоренение коррупции. Она часть нашего исторического типа. Вы имеете в виду мзду, да, я так понимаю? Ну да, мзду, что угодно, взятки. Мне кажется, что когда мы будем жить лучше, когда мы одержим победу, когда у нас многие проблемы, над которыми мы вместе бьемся с партией, где вы работаете, партией парламентского большинства, решаться, коррупция будет меньше. Но что касается коррупционеров, тех, кто... То есть разве люди поэтому берут взятки?
Они берут взятки, не потому что им всегда не хватает, человеку всегда не хватает. человеку всегда будет не хватать. Но, знаете, мы же с вами научились зарабатывать. Поэтому лучше, и это будет всегда превалировать над мошенничеством, взяточничеством, обманом, умение зарабатывать, хорошее образование, умение быть к людям честными. Коррупция – это наш бич. И пока мы ее не победим, пока она будет носить массовый характер, это будут метастазы, которые поражают наше общество. Как бы мы ни продвинулись в решении тех или иных конкретных проблем, коррупция будет нас преследовать, поэтому ей нужно противостоять. С ней нужно реально бороться, но при этом не просто изобличать и сажать коррупционеров, а создавать условия, чтобы взятки не давали и не брали. А главное, чтобы люди, особенно наша молодежь, реально умели зарабатывать. Им коррупция тогда будет не актуальна. Я предлагаю пожарить. У нас уже наше тесто готово, поэтому первый блин, чтобы не был комом. Если вы мне доверяете, то я начну. Мария Валерьевна, так что за честь? А вы себя в политике вообще ощущаете как человек, который вот как родился? Знаете, политическое животное, кажется, говорю, Аристотель, это человек, который чувствует себя своим. Нет, Аристотель такого не говорил, но неважно, так действительно говорят про людей, которые в политике как рыба в воде, аллегория на аллегорию. Нет, я скорее практик, прагматик. Сейчас, конечно, я ощущаю себя политиком, будучи лидером политической партии. Но до этого, работая в комитете по международным делам, я себя скорее обозначал для себя и для коллег, и в информационном пространстве скорее как международник, представитель парламентской дипломатии. Кстати, парламентская дипломатия в наши дни иногда проходит там, где сложно пройти дипломатии официальной. Поэтому сейчас, да, мы, как партия, мои друзья, наша молодежь, наша команда, а команда – это не только те, кто работает со мной, это сегодня без малого 400 тысяч человек, как единая команда, плечом к плечу. Кстати, сегодня мы призываем всех работать плечом к плечу на страну, на президента, на победу. А в вашей команде есть место коммерческим депутатам? Про ЛДПР тем ходили такие депутатам, слухи. которые являются чистой воды спонсорами и потом будут использовать депутатское удостоверение для содействия своему бизнесу. Знаете, сейчас время не то. Сейчас, если у тебя в кармане депутатский мандат, это однозначно и автоматом не означает, что тебе будет легче заниматься бизнесом. И, кстати, сегодня выбранная компания, с другой стороны, дело, секреты, может быть, не раскрою, более накладная, объемная по финансовым ресурсам, чем было несколько лет назад в федеральном масштабе. В том числе и для меня, как лидера партии, которая в некоторых регионах страны, может быть, вела себя несколько лет назад недостаточно активно. Сегодня выросли. Выросли в Москве. Сегодня у нас фракция в Мосгордуме во главе с Марией Александровной Воропаевой. Работаем всегда, в том числе в неурочное время. У меня, как научил тот же Владимир Ильич Ресин, ничто не переходит на следующий день. Первый блин комом – это нормально, поэтому мы этот убираем. Мария Валерьевна, вас я с удовольствием возьму в любую команду. Кроме повара, мы поняли. Почему? Извините, первый блин комом, и это еще не индикатор. Вы попробуем. роскошно держите удар. Тестируем второй. Вы растете на глазах. И надеюсь, что второй будет лучше. Кстати, вот этот, который комом, тоже из него что-то может получиться вполне съедобное, хотя и не столь красивое, как мы хотели бы добиться. Так что готовим по рецепту бабушки Марии. Я надеюсь, со вторым у меня лучше получится.
Продолжая эту тему и вообще политики вашей партии, многие начали ассоциировать партию ЛДПР с партией некой такой внешней дипломатии, что курс партии в целом смещается с внутренней повестки на внешнюю, раз вам это близко, и вы там новый лидер, да? Что могли бы сказать, слухи это или нет? Ну, вы знаете, где кончается внешняя политика, начинается внутренняя и наоборот. Все это достаточно, на самом деле, между собой сращивается, переходит одно в другое. Мы говорим о том, что действительно то, что происходит внутри страны, наша консолидация, в том числе межпартийная, наша позиция в отношении дружественных стран, наша позиция в отношении образования и получения образования в наших вузах представителями других стран, абитуриентами. Все это неизвестно, где внутренняя политика, а где внешняя. У всего этого есть внутренняя и внешняя составляющая. Вы электорат не потеряете таким образом, Ни в который коем вот такой случае. ядерный за Жириновского был? Ядерный электорат за Жириновского, сейчас он остается за Жириновского, остается за Слуцкого, остается за ЛДПР. Количество наших сторонников увеличивается. Я думаю, что наши сегодняшние избиратели – это люди очень современные, сознательные, люди разных возрастов, разных профессий. Но здесь в их убеждениях, взгляде на вещи, внешняя политика никак не противостоит. Про украинский кризис. Очень интересно. Вы вошли в историю как участник первых переговоров февраль-март 22 года Россия-Украина. Вообще выглядело как? Да, признание вашего статуса, обширного дипломатического опыта. Но почему-то в этом году и в следующие этапы переговоров вы уже не участвуете. Почему, как вы считаете? Сегодня переговорную команду, как и тогда, формирует президент. Я не участвую в той команде, которая физически во главе с Владимиром Ростиславовичем Мединским выезжает в Стамбул. Но это не значит, что я не участвую в принципе. Я, Мария Валерьевна, приношу извинения. Вы, как выдающийся политик, знаете, что в политике, особенно во внешней, мы с вами работаем эффективно, и за это вам большое спасибо в Комитете по международным делам Государственной Думы. Многое не видно. Подводная часть айсберга гораздо больше. Поэтому я выполняю те задачи, которые мне поручены. Сегодня я лидер одной из политических партий, и, возможно, это является основанием для того, чтобы работать, давайте скажем, в этом же направлении, но на другом участке. Переговорная группа весьма компактна, и на сегодня в нее входят сильнейшие профессионалы. А что касается меня, я никоим образом не за скобками этого процесса. Смею вас уверить, и это знают все, кто имеют к этому прямое и периферийное касательство. И президент решает, кто будет в команде, и его решение, как всегда, эффективно. У нас классная команда во главе с Владимиром Ростиславовичем Мединским. Я поздравляю его с недавним 55-летием. Если он увидит нашу политическую кухню... Увидит. Володенька, ты у нас круглый отличник, большой молодец. И переговорной команде, всем нам, успехов. Еще в продолжение темы о переговорах. 3 года назад, после второго раунда переговоров, вы сказали, если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах, в их начале и сегодня, получается существенный прогресс. Он может перерасти в единую позицию для подписания документов. Как мы знаем, весной 2022 года этот мирный документ был подготовлен и даже парафирован. Существует несколько версий, что, собственно говоря, произошло, что пошло не так. Хотелось бы узнать вашу. Действительно, документ был подготовлен, на него было потрачено огромное время, усилия. Мы работали каждый день с утра до вечера с украинской делегацией, и документ был парафирован ее руководителем Давидом Рахамией. А дальше он был выброшен в корзину.
Почему? Говорят, что Борис Джонсон приехал, раскритиковал. Не исключаю, что это было поводом. Но сутью, давайте скажем, очерчено именно об этом, было то, как и с Минскими соглашениями. Украине не нужен был документ с денацификацией, где элементы нацистской идеологии вымарывались, удалялись, ампутировались из законодательной базы Украины, тот же закон о героях, Бандера и Шухевич. Украине не нужна была, и ее заокеанским тьюторам, инструкторам, кукловодам, Украина – это марионеточный режим, режим внешнего управления, демилитаризация Украины. Нужно было выиграть время, чтобы в Борисполь стали воздухом поставляться ракеты, летальное вооружение, выиграть время, чтобы из польского Жешува через Львов пошла железной дорогой бронетехника в зону СВО. Нужно было выиграть время, и нас эти 2 месяца вводили в заблуждение. А мы это не понимали? Мы исходили из лучшего. Мы проявляли порядочность. Надо всегда, имея дело с самыми непорядочными ребятами, исходить из лучшего, что все-таки, говоря о мире, о человеческих жизнях, о развитии каких-то процессов, я, как и партийцам, которые заблуждаются, даю долгое время подумать, когда меня все уже дергают и говорят, что человек не одумается, он уже потерял себя, куда-то его понесло неотвратимым и необратимым образом. Но я даю возможность. И то же самое здесь. И мои коллеги по переговорной команде, тот же Мединский, безусловно, мы исходили из того, что реальным образом двигаемся к итоговому документу. И мы его подготовили, и мы его парафировали, а дальше произошло, что произошло. Ну что ж, хотите воевать? Произошло, как мы знаем, именно это. Очень важный к вам вопрос. Вот в этом соглашении был один из пунктов, касающийся Крыма, который вызвал больше всего обсуждений в сети и больше всего вопросов. Документ предполагал, что Россия и Украина разрешат спор вокруг Крыма в течение последующих 10-15 лет путем мирных переговоров. Объясните, как это возможно? Ведь после вхождения Крыма в состав России Москва неоднократно говорила, что вопрос со статусом полуострова закрыт. И тут мы видим это в соглашении. Почему так произошло? Крым навсегда на политической карте мира в составе Российской Федерации. Я, как почетный гражданин Крыма и просто участник событий Крымской весны, этим горжусь. И только поэтому не зря родился. Как и, может быть, какие-то другие знаковые вехи в моей жизни, то, что мы с друзьями восстановили Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца. Но Крымская весна – это особый период, особое событие в моей жизни, в жизни моих друзей, коллег. Те пункты, о которых вы сказали в переговорах, подразумевали некое закрепление в межгосударственном договоре позиции по Крыму в течение некоторого количества лет. Вас это устраивало? Вот ваша позиция принципиальна. Это не отдавало, Мария Валерьевна, здесь нет черного и белого. Здесь никоим образом не ставится под вопрос, и никто даже на Украине не выступал с вольной интерпретацией этих пунктов, или в Великобритании, или в США, или где-либо, что Крым может уйти из России. Речь шла о механике закрепления статуса Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации по Конституции России в течение неких межгосударственных переговоров, что не подразумевало никоим образом. Это механика, это техника того, чтобы со всех сторон закрепить то, что уже реально существует незыблемым, необратимым образом и никак и никогда не может быть пересмотрено. Таким образом, здесь нет
никакой даже микроскопической возможности или лазейки о пересмотре вхождения Крыма в состав Российской Федерации. И на тот момент главная задача была, да она и сегодня на переговорах, это мир. Но с учетом того, что украинская сторона и ее кукловоды решили повоевать, избрали войну, а не мир, сегодня позиция России на стамбульских переговорах значительно бескомпромисснее и жестче. Большой вопрос, вот касающийся этого соглашения. Если я правильно понимаю, то речь шла о том, чтобы закрепить статус Крыма в международном правовом поле, при этом не обсуждая тот вопрос и не оспаривая тот вопрос, что Крым российский, так? Так и, чтобы разобраться просто. безусловно, Крым и Севастополь. Речь шла о том, что с любой точки зрения, с точки зрения любых правовых взглядов, норм, организаций, с точки зрения Организации Объединенных Наций, с точки зрения любого государства и Украины, в первую очередь, как стороны переговоров, в итоге этой переговорной механики будет закреплено, что Крым и Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации. Конечно, и ничто другое. Здесь нет каких-то уступок, здесь нет никаких, еще раз повторюсь, поскольку это чувствительная тема, даже микроскопических лазеек. Документ, который был тогда подготовлен и парафирован, был, если не безукоризненным или безупречным, наверное, было бы нескромно с моей стороны, как одного из авторов, говорить, употреблять такие эпитеты подобным образом. Но он был очень хорош, этот документ. Жаль, что он оказался в корзине. И ответственность за это несет украинская сторона и ее западная инструктора. Леонид Ильич, и очень интересно всегда, что происходит за кадром, вот как в этих переговорах. Тогда... За кулисами. За кулисами, да. Ну, в данном случае за кадром, потому что, посмотрите, есть переговоры, которые, по крайней мере, фрагменты мы видим в прямом эфире. Мы видим там некоторые комичные случаи, когда украинская делегация требует переводчика, например, говоря, что вот они никак не понимают на русском языке. Была ли такая же ситуация? О чем вы говорили с Арахамией и Подоляком? Арахамия практически не говорит по-украински. Для Подоляка тоже родной язык русский. И что там, выпить предлагали, поговорить? А вот что там было? по поводу Тон закулисами, какой? Дружественный, агрессивный? Потому что сейчас, в принципе, видно, понятно. По поводу «За кулисами» вспомнил песню Вертинского, которую люблю, «За кулисами». А что касается, за кадром, за кулисами, неважно. У нас был вполне понятный обеим сторонам разговор. Мы друг друга очень хорошо слышали и понимали. Без у нас не было инотолкований, у нас были споры. Тяжелые споры. Но в этих спорах мы тоже понимали позицию друг друга. Поэтому миллиметр за миллиметром, пункт за пунктом, едва ли не буква за буквой двигались к тому самому итоговому документу. На чем больше всего спорили и доходило ли до личных оскорблений? То есть это все-таки была дискуссия дипломатов или перебранка с людьми? Ближе к дискуссии дипломатов. Мы не занимались оскорблениями, у нас на это не было нет, а та сторона. времени. Я говорю именно о той стороне. Мы друг друга слышали. У нас очень жесткие были споры, но эти споры были жесткими по существу, а не по форме. До оскорблений нет, дело не доходило. А в чем была жесткость и о чем? Ну, например, о той же денацификации. Но никак они не хотели отказываться от Бандеры и Шухевича, того самого закона о героях, и многих подобных элементов законодательной базы Украины. Ну и, конечно, представители наших оборонных ведомств, говоря о демилитаризации, выдвигали и тогда, и сейчас весьма непростые для той стороны требования. Ну, после того, как Зеленский на Мюнхенской конференции 22 года заговорил о желании обладать ядерным оружием. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також.
мы понимаем нацистский режим вблизи наших границ с ядерным оружием, это не то, что прямая, а самое, что ни на есть, огромная угроза нашей, да и не только нашей, национальной безопасности. Это и послужило, пожалуй, каплей, переполнившей чашу терпения, и не было другого выхода, как начать СВО. Сейчас самая обсуждаемая тема – это встреча Путина и Трампа на Аляске. Уважаемый господин президент, дамы и господа, наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Как вы считаете, что она кардинально может изменить? Все. Сегодня мы пока еще находимся в зоне инерции постбайденовского такого периода, где мы не отошли от времени, когда две крупнейшие ядерные державы находились в нулевой точке, на нулевом уровне двусторонних отношений, что непозволительно просто с точки зрения мировой безопасности. Но, тем не менее, мы несколько лет жили именно в этой парадигме. И сегодня желание и президента России, и президента США наладить контакт. Другое дело, что это непростой процесс. И, конечно, говоря о Трампе, мы хорошо знаем по первому витку его президентства, не все сбылось, что мы ждали от столь нестандартного президента. Да, и вы, как никто другой, может на эту тему компетентно рассуждать подробно, детально, последовательно, по хронологии и по разным темам того времени. И тем не менее, сегодня есть все основания достичь инфраструктурно значимых экономических проектов между двумя странами, достичь понимания по важнейшим вопросам мировой и региональной безопасности, и в том числе последовательности действий, алгоритма, сценария, плана урегулирования конфликта на Украине. Такие ультиматумы, что мы должны что-то принять за 12, 13 или 20 дней, мы, конечно, никогда не принимали, и, в принципе, такой подход для нас неприемлем. И как раз вы лично, Мария Валерьевна, это маленькая проекция нашей позиции. Находясь в тюрьме, вам разные предъявлялись ультиматумы, но ни один вы не приняли. И Россия, как Мария Бутина, не принимает ультиматумы. Даже если там какие-то санкции, даже чувствительные для нас, могут быть объявлены. Как сказал Трамп, Путин крепкий орешек. Мы применим санкции, он знает, как их обходить. Но, наверное, не санкции, с одной стороны, и с другой механика их обойти является языком взаимодействия двух крупнейших мировых держав в нынешнем столетии. Поэтому новый уровень взаимопонимания, новая материя сотрудничества, объемная, глубокая, затрагивающая и различные ведомства. Уже Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса, был в Хьюстоне. Бизнес, многое другое. Я не хотел бы забегать вперед. Хотя, наверное, Владимир Вольфович сейчас выдвинул бы ряд прогнозов. И у меня они тоже есть. Они позитивные. Я считаю, что сейчас есть историческая возможность перейти, закрепить новый уровень взаимоотношений, доброжелательный, конструктивный, вернуть то, что было раньше. В том числе это через некоторое время может затронуть и нашу с вами сферу парламентской дипломатии. Группа Дума-Конгресс сейчас до этого очень и очень далеко. Как, с вашей точки зрения, может выглядеть завершение конфликта? Вот договорились. Идеальный сценарий с вашей точки зрения. Президент России уже предложил локальное прекращение огня. Мы можем говорить о прекращении огня, об уходе вооруженных сил Украины с тех территорий, которые по Конституции России являются ее неотъемлемой территорией.
Это и север Донбасса. То, что сверху от Донецка по карте, ну, наверное, правильно сказать, это Ясиноватый, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Светогорск, Красный Лиман. Дальше уже это Харьковская губерния, Изюм. Но мы не должны забывать и про правый берег Днепра, город Херсон. Много. А Запорожье, Херсон? Конечно. Все. Это куда? Херсон я назвал, Запорожье, само собой, тоже. Это все по Конституции России неотъемлемая часть нашей территории. Ну и кроме того, то, о чем мы говорили и говорим на переговорах, это изъятие из законодательной базы Украины элементов нацистской идеологии, иначе всегда они будут создавать возвратную пружину, возможность для населения этой страны, для молодежи, на базе этой нацистской идеологии дальше жить, воспитывать людей. Это недопустимо. Этого не должно быть, и этого не будет. Я хочу привести вам цитату из вашего телеграм-канала. Вы говорите: «Нам необходимо идти до конца в последней, я надеюсь, схватке с нацизмом». Что это значит в практическом смысле? Не идеологическом, а вот практическом. Как выглядит конец? Поправлю сам себя, я не надеюсь, я уверен, что она последняя, что она крайняя, и что нацизм больше не унесет человеческие жизни. Ни сегодня, ни когда-либо в будущем. Силы зла будут повержены. Их и так остается все меньше. Я думаю, что эта цитата, я думаю, под ней бы сегодня мог подписаться кто угодно. А в чем точка? Вот какой вы говорите, да, изъятие из законодательства, допустим, всех европейских стран. В вашем внутреннем понимании, как политика, как мужчины, где та точка, после которой нацизм не вернется? Что должно произойти? Это выходит даже за рамки того договора, который в идеальном варианте будет подписан. Давайте вспомним, что те последователи Бандеры и Шухевича, которые до 1964 года сидели в схронах на Западной Украине, ОУН, Организация украинских националистов, УНАУПСО, вот все это чудовищное, что тогда вроде бы было повержено, потом как-то через Хрущева, через Шелеста как-то еще просочилось в органы государственной власти и управления украинской тогда ССР в составе Советского Союза. И сегодня их внуки, с которыми мы имеем дело, проявляют ту самую забытую нами поствоенную, постгитлеровскую идеологию имени Бандеры, имени Шухевича. И никакие договора, сколь угодно совершенные, и которые заставят нас с вами радоваться и рукоплескать, не являются финишным гарантом того, что эта нацистская идеология в той или иной семье от отца к сыну не будет передаваться. У нас в Польше уничтожены не просто памятники советскому воину-освободителю, а надгробные памятники и сами захоронения наших отцов и дедов, которые в количестве 600 тысяч отдали свои жизни за освобождение Польши от коричневой чумы. Их святые останки уничтожены и захоронения ликвидированы во всех, без исключения, воеводствах. Даже говорить об этом сложно. Но мы должны говорить об этом для того, чтобы подобное никогда более в человеческой истории не происходило ради фальсификации истории. С этими-то что делать? Кто это творит? Вон сейчас некоторые политологи говорят, надо превентивно на Польшу ядерную бомбу. Чем больше, да, об этом говорит Сергей Александрович Караганов, Верно. ядерный удар по Польше. Кстати, Сергей Александрович Караганов серьезнейший и уважаемый профессионал в сфере внешней политики, один из отцов-основателей Совета по внешней и оборонной политике, который, кстати говоря, когда-то в период министра Козырева едва ли не являл собой Министерство иностранных дел. И нынешний министр, которым мы гордимся, Сергей Викторович Лавров, ветеран Совета по внешней оборонной политике СВОПа. То, что говорит Сергей Александрович Караганов, конечно, носит эмоциональный оттенок. Но да, то, что творится
и уже совершено в Польше. Это преступление против человечности. Это преступление против истории периода самой кровопролитной в истории человечества войны Великой Отечественной, Второй мировой. И здесь нет какого-то универсального документа, который перещелкнет сознание у носителей этой страшной античеловеческой идеологии. Поэтому просто чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. Надо общаться, надо возвращать реальную историю в учебники. Надо, чтобы в том числе европейские институты говорили о той правде, которая является правдой, а не вымыслом в отношении победы 80 лет назад. Величайшей победы, исторической победы. Вы много лет были участником парламентской делегации Совета Европы и видели, как вообще менялось отношение к России. Вы говорите на французском языке, множество раз бывали во Франции. Я не знаю, относите вы себя к франкофилам или нет, с учетом того, что у вас достаточно хорошие связи в этой стране. Но, тем не менее, вы видели динамику процесса. Что было тем моментом, когда отношение к России и к русским в Европе переключилось? Мюнхенская речь Путина 2007 года, да, это точка отсчета. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. Но только не в минус, а в плюс. Когда Европа стала прозревать, тогда, в 2007 году, Европа была в плену совершенно другого отношения к России. Развиваясь, переходя из года в год, это пришло к нынешнему времени совершенно антироссийским настроением некоторых лидеров, таких как Шольц или Мерц в Германии, таких как Макрон во Франции, но даже в этих странах масса парламентариев в обеих палатах французского парламента, Надсобрания и Сенат, в Германии Бундестаг, Бундесрат и отдельные партии, как то «Альтернатива для Германии», уже являются совершенно носителями другой идеологии, в том числе по отношению к России, и осуждают ту политику, которая в том числе привела к отказу от российского газа и вымораживанию в прямом смысле жилищ европейцев в зимний период. То, что было сделано против Северного потока-2, это иначе как террором не назовешь. И вместе с тем нужно было пройти через этот период. И мы сами через этот период прошли, будучи в плену того, что мы видели именно на Западе, наших стратегических союзников, тех, кто снял железный занавес вместе с Горбачевым, который развалил нашу страну. Мы в 1999 году стали носителями Болонской системы образования, которая подменила знания баллами и сослужила дурную службу нашей системе образования. Я снова обращусь к вашему телеграм-каналу. Вы пишете, это мне показалось очень интересным, это перезагрузка или перегрузка. Ну, все мы помним кнопку, ту ошибку. Вы пишете, эта перегрузка чуть не довела мир стараниями прошлой американской администрации до ядерного противостояния или Карибского кризиса 2.0. Ваше мнение, при администрации Трампа возможно ли новая на этот раз перезагрузка или перегрузка? И только с большей силой. Короче, начнем мы ядерную войну или нет? Мы уже при Байдене перегрузились, пора перезагружаться. Я рассчитываю на очень конструктивный итог переговоров. Может быть, в моем отношении есть утопия, но хочется именно этого. Уже хватит вывихнутого, необоснованного, злобного противостояния между Вашингтоном и Москвой. Но ведь регионы не только Россия, Украина, а, безусловно, это и арабский мир, но полыхает все. Опыт Первой и Второй мировой войны показывает, что в конечном итоге мы пока не сметем друг друга, мы не успокоимся. Полыхает, потому что сегодня, к сожалению,
одно из государств Ближнего Востока, Израиль. У меня там, кстати, много друзей, очень много. Но израильское руководство, как при Байдене, так и сейчас, испытывает вседозволенность. Как и 2000 лет назад, когда царь Ирод избил 14 тысяч младенцев мужского пола. Все помнят это вифлеемское избиение младенцев. Сегодня подобное произошло в секторе Газа, где также на тысячи идет счет жертвам, в том числе среди детей, в том числе в роддомах, куда осознанно вторгались вооруженные силы Израиля, Цахал. И что? Это не значит, что весь Ближний Восток полыхает. Там масса здравомыслящих лидеров, и это, уверен, станет ключевым в повестке будущего российско-арабского саммита в Москве 15 октября. Совсем недавно, 7 августа, мы принимали одного из лидеров не только арабского мира, но и мировых лидеров, президента Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Мохаммеда бен Заида аль Нахаяна, который человек со стратегическим видением и который за мир, а не за войну. Поэтому полыхает сначала в сознании, а потом реальным образом у тех, кто, знаете, не прошел известного испытания по поговорке «хочешь испытать человека, дай ему власть». Понятно, что все переговоры, они очень осторожно ведутся, и сейчас обсуждаются сценарии. Что же может быть? Все чаще в прессе мы видим, что это может быть корейский сценарий. Де-факто получается, что это прекращение боевых действий без формального мирного договора. Как относитесь к такому варианту? Это же вот прецедент. Я бы не отображал корейский сценарий зеркально один к одному. Там немножко другая ситуация. 38-я параллель, демаркационная линия. Пока нет мирного договора, а есть только сисфайр, устойчивое прекращение огня. Но уверен, что перезагрузка неминуема. Насколько, в каком масштабе и насколько сумеем перезагрузку удержать, думаю, что шанс велик. То, что зависит от нас, мы, безусловно, сделаем. Поэтому эта ситуация зависит еще от наших вашингтонских партнеров. Еще немножко о внешней политике. Я же слушаю людей вот обычных, да, я депутат Кировской области, я приезжаю в районы, они говорят, вот нам надо вот жестко взять и кулаком по столу. Но в дипломатии, наверное, так нельзя. Где тут баланс? Баланс в здравом смысле. И дипломатия – это искусство. Как правило, хотя бывают исключения, которые эти правила подтверждают, в дипломатии нужно работать тоньше. Поэтому будем работать с учетом всех факторов, видимых и невидимых, публичных и непубличных, особенно в столь чувствительных вопросах. И еще раз, Мария Валерьевна, повторюсь, обязательно достигнем конструктива. Про князя Монако теперь интересно. Говорят, вы поддерживаете дружеские связи. Нет, он каждый день топит за Зеленского, и некоторое время назад мы с ним расстались. Я не могу дружить, как российский политик, с человеком, который исповедует подобные подходы. Поэтому он делал попытки наладить отношения. Вся жизнь прошла вместе. Отношения у нас были буквально братские. Мы были с ним на обоих полюсах. В 2006 году прошли на собачьих упряжках. Экспедиция стартовала 13 апреля с российской дрейфующей станции Борнео. За время 4-дневного похода полярники преодолели около 100 километров через арктические льды. Весь этот путь они прошли на собачьих упряжках. До полюса караван добрался накануне, в 7 часов вечера по московскому времени. Альберт II не скрывал эйфории и заявил, что теперь в его планах покорение Южного полюса. С 10 по 16 апреля 2006 года организовали с покойным Артуром Николаевичем Челенгаровым экспедицию с нашей станции Борнео, которая в апреле каждого года разворачивается на дрейфующей льдине, примерно в 93 километрах от Северного полюса. В том году это было ровно 93. Неделя, он у нас там провалился под лед, мы его достали, к сожалению, одна собака погибла. Все это было при непосредственном моем участии, и организации, и проведении экспедиции. Остались памятные фотографии. 17 апреля Владимир Владимирович Путин
принял нас в Кремле. Прошло много лет. Весь январь 2009 года мы провели в Антарктиде. Посетили за 21 день 22 полярные станции, в том числе все российские. Ленсгаузен, Молодежная, Восток, полюс холода, Прогресс. И с нашей Новолазаревской прямо напротив Кейптауна. Она находится, если посмотреть карту, на нашем Ил-76. Доставили князя по завершении антарктической экспедиции в Кейптаун, где он при мне сделал предложение своей будущей супруге Шарлен. Как все исчезло, это так много. Ничего не исчезло. Что-то, может быть, восстановится, но не сейчас. Ну, это сейчас же позиция нечестная. Это его позиция, да, с моей точки зрения, она нечестная. Поэтому на сегодня мы не общаемся. Хотя он всегда был симпатичен не только мне и нашему президенту. Он участвовал как член Международного олимпийского комитета в делах, связанных с подготовкой Олимпиады 2014 года. Был гостем, разумеется, Олимпиады в Сочи. Почетный член президиума Русского географического общества. Но на сегодня все это в прошлом. Другая жизнь. А Мари Ле Пен? Другие реалии. Вы же привозили ее в Москву. Марин Ле Пен привозил, да. Сейчас она занимает несколько другие взгляды, исповедует, занимает другую позицию, нежели ее покойный отец. И тоже как-то, видимо, дань европейской моде стала пытаться достаточно неуклюже критиковать какие-то российские реалии. Как-то это не вяжется с ее имиджем лидера фракции Европа, нации и свобод в предыдущем составе Европарламента. Конечно, и сегодняшний Европейский парламент, и сегодняшние Соединенные Штаты – это не только Байден, там масса людей, в том числе и в обеих палатах, хорошо вам знакома, Мария Валерьевна, и в Палате представителей, и в Сенате, которые абсолютно здравые. Просто я их не называю, чтобы им не навредить. Мы общаемся все эти годы. Ну, хотя бы одного можете назвать? Кто наш человек в Сенате? Сегодня нет, но чуть позже обязательно назову. Не хочу, чтобы на людей все ополчились. Пресса и прочие ребята, чтобы какие-то были провокации. Давайте их побережем, наших друзей. А но их немало. Беречь не будем. Вы готовы попробовать первый? Конечно, тем более он совершенно не комом. И повторю свой тезис, что талантливый человек талантлив во всем. Как санкции повлияли на вашу публичную роль? Какая личная жизнь в связи с этим, пострадала ли она или нет? Это же понятно, что родственники, это целый ореол знакомых и друзей, которые, соприкасаясь с нами, с вами, так или иначе оказываются в ситуации, если не санкций, то риска, если они выезжают за рубеж. Испытали ли вы это? Моя личная жизнь не связана с поездками во Францию или в США. У меня нет там родственников, может быть, генетическая экспертиза установит, но я таковых не знаю. Поэтому сказать, что я как-то от этого страдаю, я бываю в Нью-Йорке по визе на 5 дней каждый сентябрь на министерской неделе очередной Генассамблеи ООН в делегации, утверждаемой президентом каждый год. Последние 2 года мне, даже члену официальной делегации, не дают визу, исходя из моих, наверное, жестких выступлений по США. Я, конечно, скучаю по тем, кого я многих видел, многие приезжают сюда, или мы встречаемся на международных площадках. Туда визы дают. Вот, недавно вернулись с Всемирного совещания спикеров парламента в Женеве. Да и потом есть масса стран, куда мы ездим и где встречаемся с нашими коллегами и друзьями. Сказать, что на сегодня я или мои коллеги испытывают какие-то ущемления, нет никаких ущемлений. Мы привыкли к этой вывихнутой, безусловно, ситуации, которую нужно прекращать. Ваша дочь училась в Гарварде, вернулась на родину. С какими ценностями или какими мыслями? Потому что ваша позиция и ваша повестка достаточно такая резкая, пророссийская, патриотическая, а тут дочка в Гарварде возвращается. Вы как нашли общий язык-то? Она была самой молодой студенткой, и я горжусь, что из Kennedy School of Government, самого престижного факультета Гарвардского университета, она сделала заявление и вернулась, как только папа попал под санкции. Здесь вышла замуж. Сегодня у меня 3 очаровательных внуков, старший из них Леонид Слуцкий.
Она прекрасно нашла себя дома. Скоро они к нам начнут ездить и получать наше образование. Это сегодня звучит как-то чуть-чуть утопично, но надо работать. Глаза боятся, руки делают. Когда-то, когда мы шли к Болонской системе, Сорос сказал на одном из форумов в открытую, что мы должны работать над тем, чтобы 10% молодых людей из состоятельных семей в России ездили и получали образование в университетах Лиги Плюща в США, в Оксфорде, в Кембридже, а 90% постепенно с ослаблением образовательного уровня в России превращались в среднее или слабо образованное, а дальше такое весьма оскорбительное слово. Не хотел бы даже в пылу нашей политической кухни его называть, но Сорос это предвосхитил. Это была та механика, которую мы, будучи в эйфории от подъема железного занавеса, приняли на себя и примерили на нашу молодежь. Нельзя сказать, что мы ее оболванили. Наша молодежь самая талантливая была, есть и остается. У нас роскошная, крутая молодежная организация ЛДПР, которой нет ни в одной другой политической партии, и которая нас самих во многом опережает. Молодцы, гордимся. Но мы тогда сыграли против себя. Как и во многом, когда шли вслед за некоторыми мальчиками в розовых штанах ельцинского периода, вот те самые либералы, которые сегодня предвосхитили ваш вопрос о либерализме. Сегодня ЛДПР возвращается к исконному смыслу. Слово «либерал», как и Россия, и Европа, возвращаются к нашим исконным, здравым ценностям. Россия уже вернулась, а Европа двигается к этому достаточно быстрыми шагами. И думаю, что наше нарастающее сегодня взаимодействие, которое было еще несколько лет назад очень слабым, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии, будет способствовать тому, чтобы здравый смысл стал плоскостью нашего мышления и вектором нашего развития. Я это делаю так же. Вот, а ты говоришь, что надо яйца, это самое. Бабушка всегда как раз делала ножиком. Значит, у нас, но при этом обязательно чуть-чуть проливалось. Значит, я что хочу сказать. Когда Владимир Ильич с Мартой только поженились, она ему оставила записку. Котлеты на плите в миске ты можешь разогреть. И он так в миске их разогрел. Правильно сделал. Так, Леонид Ильич, с вашего позволения, первый блинчик я дам попробовать второй. Попробовать вам. Ну, давайте мы его чуть-чуть помажем маслицем. Это справедливо. Вот, давайте чуть-чуть. Так, нормально. отлично. Нормально помажем. Прям совсем чуть-чуть. Мажем, чуть-чуть, капельку. Давайте я сверху тогда второй. У меня бабушка Вот, так делала. Первый намазалась. Еще побольше. немножко. Еще. То есть блины маслом тоже не испортишь? Да. Отлично. Маслом вообще ничего не испортишь. Вот. И должен сказать, что маслом надо вот так вот равномерно, с чувством, не торопясь, помазать всю поверхность нашего блинчика. Вот, как-то так. Ну-ка. И вот теперь мы можем с полным основанием его попробовать и Давайте даже сначала второй. съесть. Несколько штучек положим, помажем, А это потом какой? все съедим. А это второй, а тот третий. Давайте я попробую второй. Давайте. Так, хотя с ножа пробовать нельзя. Я Конечно, мы же не попробовал маслица с ножа, ну ничего страшного. Вот. Итак, волнующий момент. Мария Валерьевна, блестящий Без политик, начинки же, депутат, пока без начинки, приготовила по рецепту бабушки Марии блинчик. Совместно с Леонидом Слуцким. Посмотрим. Отведай-ка ты из моего кубка. Ну, смотри, что получается. Отведай. Не буду говорить, что Клюшница блинчик делала, поскольку блинчик получился очень вкусный. Отлично. С хулиганью сзади нас клубничка для О, начинки. отлично. Так. Вот. И можно... Опа! Так, с вашего позволения, надо еще парочку. Да, конечно. Ну уж порезать клубничку я могу. Да. Конечно. И в прямом и в переносном смысле. Так точно. Мария Валерьевна. Молодцом. Сейчас Молодцом. мы это дело сделаем. И будет у нас по половиночке. Ура! У меня была очень удивительная реакция, которую я увидела после ваших слов на похоронах Дарьи Дугиной.
Тогда вы сказали: одна страна, один президент, одна победа. Одна страна, один президент, одна победа. Эту цитату начали сопоставлять с известным лозунгом времен Гитлера. Третьего рейха. Да. Но это ладно. Но на официальной странице ЛДПР была почти вся ваша речь, кроме этого фрагмента. Зачем? Не знаю, это не я вырезал, я, честно говоря, об этом впервые слышу. Да. Видимо, для того, чтобы убрать эту аналогию, вы знаете, любая страна патриотичная может сформировать подобный лозунг, и он будет абсолютно правомерен. То, что такой лозунг был во времена Третьего рейха, не означает его якобы нацистской сути. Сегодня я часто говорю за страну, за президента, за нашу скорую победу. И я не вдаюсь в какие-либо аналогии, которые наверняка в истории были с теми странами или режимами, которые можно оценить как диктаторские, как негативные по сумме факторов. Мы говорим о сегодняшней России и говорим о нашей позиции, которая всех нас плечом к плечу объединяет. И вот в этом залог нашего единства, нашей силы и нашей будущей победы. Пойдемте погуляем. Как прикажете. Мишенька, помоги девушке. Аккуратно, аккуратно. Нормально? Почему приехали именно сюда? Потому что мы находимся в Гончаровском парке. Это то место, где я родился, вырос, до сих пор здесь прописан. Ровно в той квартире, куда мама меня когда-то принесла из роддома. Ничего не поменялось. Тот же дом, тот же адрес. И здесь сердце нашего района, который называется Бутырский хутор. В том месте, где мы сейчас находимся, когда-то встречали Владимира Ильича Ленина, который приехал сюда в начале 20-х годов на испытание первого в стране электроплуга. В наши дни, когда мы росли, учились в школе, на этом месте стоял памятник Ленину. И как сегодня, это излюбленное место прогулок, в том числе молодых мам, детей, людей старшего возраста. Место очень благоустроенное, зеленое. Ну и улицы на Бутырском хуторе носят имена известных писателей. Шута Руставели, улица Руставели у нас за спиной. Леонид Ильич, почему Улица вы Гончарова, который почему вы об написал этом никогда не «Фрегат Палладо». рассказывали? Ну вот смотрите, вот люди очень хотели бы знать о вашем детстве. Неужели там какая-то травма спрятана? Это первый раз, когда вы говорите об этом публично. У меня в жизни, слава богу, нет никаких травм. А те, кто травмы получают, мы помогаем их преодолеть. Что касается Бутырского хутора, да, здесь улицы названы именами Руставели, Гончарова, Фанвизина, Добролюбова. Действительно старые московские места, хотя это, безусловно, не самый центр. И я очень люблю здесь бывать. Родные места. Вы сейчас говорите о местах, Да. а вы мне о себе расскажите. Почему вы никогда не рассказываете о своем детстве? А потому что я рассказываю о нем сейчас. И Вы мы ведь сегодня выросли сюда без приехали. отца, верно? К сожалению, да, он ушел что из семьи, случилось? когда еще я не родился. Случилось примерно то, что иногда случается. Я видел своего отца, может быть, за всю жизнь раз 20. Я был с ним знаком. И в 2007 году его похоронил. Но так получилось, что да, меня воспитывали здесь, на Бутырском хуторе, мама и бабушка. А с одноклассниками, раз уж я начал говорить про эти места, часто ходили на ВДНХ, которая сейчас Всероссийский выставочный центр, где А мы вы часто дрались? бываем. Ну, с одноклассниками. Вы вообще как подросток были какой? Задиристый? Конечно. Нет, скорее миролюбивый, но драться, естественно, приходилось, как и всем ребятам того времени. Но с одноклассниками мы дружили. Вообще у нас
было дружное детство. Хотя я рано пошел подрабатывать, в жизни бывали разные ситуации, так что держать удар, чему потом меня еще раз научил Владимир Ильич Ресин, я, пожалуй, в прямом смысле научился с детства. А есть ли внутреннее сожаление или, может быть, какая-то недосказанность по отношению к папе? И тогда не было, и сейчас нет. Как случилось, так и случилось. Зато, Мария Валерьевна, я рад, что хорошо знаю вашего папу. Достойнейший человек, которому я в нашем эфире передам с удовольствием поклон. Первую любовь помните? Первую любовь. Хороший вопрос. Ну, как женщина, может не спросить об этом. Какая она? Всегда трагичная. Может быть, с первой любовью вы остались. Мы ж не знаем. Расскажите. Никакой тайны, как и многим ребятам, наверное, какие-то девушки нравились. И с некоторыми из них через годы мы Сейчас возобновили молодежь говорит, у меня был краш. У вас был краш? Ну, Нет, когда все. Краша не было. А вообще краш, крах. Краш тогда слова не было, а крах было. И такого никогда не было. Все было более-менее ровно. Но больше, честно говоря, чем какими-то такими отношениями не я... помните. Не, все помню. Все помню. Ну, как Нинка звали, за косички дергал. За косички дергал с первого класса. Так. Но это не значит, что потом были какие-то отношения. Я вот сейчас хочу какой-то найти пример. Более того, можно девушке позвонить, и она приедет. Но, честно говоря, на самом деле, к сожалению, большинство одноклассников и одноклассниц с хутора разъехались. То, что хочется вспоминать и называть словом «краш», ну, я не жалею, что такого не было. Зато было много интересного, связанного с становлением личности, с учебой, со спортом, с работой, с друзьями. И со многими из них мы дружим всю жизнь. Так что тогда было очень для меня важное, интересное время. Я уверена, что вы очень поддерживаете маму. А когда-нибудь ее спрашивали, почему папа ушел из семьи? Что случилось? Да, как-то у них не сложились отношения. Я спрашивал и папу, И что он и сказал? маму. Что-то такое говорили, что отношения не сложились. Кстати, у них отношения вплоть до его ухода из жизни в 2007 году были добрыми. Но так получилось, что я вырос в неполной семье. И особо какие-то тесные отношения меня связывали с бабушкой, которая меня вырастила. Она ушла из жизни, ей было 90 лет. И все это связано именно с теми местами, где мы сейчас гуляем. Поэтому очень ностальгические места. И спасибо вам, Мария Валерьевна, за инициативу Главное завершить нашу воспоминание. программу именно в Бутырском районе Москвы. Как вы считаете, вы выросли в семье, все-таки отца не было, да, или он был далеко. Как вас это сформировало как мужчину и как политика? Сделало сильнее или наоборот? Сделала ответственность за женщин, которые самые близкие. Если кто-то из ребят постарше обидит, у меня не было отца, который за меня вступится. Я мог за себя вступиться только сам. И отвечал за себя сам. И зарабатывать научился сам. И решение, кем в жизни быть, принимал сам. И надо отметить, что мама эти решения не всегда поддерживала, но всегда уважала. С мамой у нас очень близкие, тесные отношения. Мама инженер-конструктор. Всю жизнь, как и большинство ее сверстников, работала по специальности с 22 лет, когда окончила с отличием Московский энергетический институт, и до выхода на пенсию до 55 лет за Кульманом
Многие сегодня даже не знают, что это такое. Инженер-конструктор занимался тем, что упрощенно можно назвать слово «черчение». И Кульман как раз вот такая чертежная доска и соответствующее приспособление. 33 года мама работала в проектном институте и прекрасно знала, что никогда не поедет даже в Болгарию, да и зарплата не позволяла. Потом она многие страны объездила с моей помощью. И я рад, что эти страны сумел маме показать. Сейчас она уже человек очень немолодой, ей скоро 90, но она в прекрасной форме. И говорят, каждый человек имеет свой возраст. Получается, что в каком-то смысле ваша жизнь и та, действительно распад семьи, эта трагедия, которая случилась, и вы как-то вопреки этому выросли, стали Многое сильнее. в моей жизни, Мария Валерьевна, как и у вас, казалось бы, какие-то обстоятельства или эпизоды в вашей жизни должны были вас сломать, а они вас укрепили. То же самое было у меня. Многое в моей жизни происходило и до сих пор происходит не благодаря, а вопреки. Не так, как у большинства других. В моей жизни не было никого, кто бы за мной стоял, меня тащил за уши или за какие-то другие места. Владимир Ильич Ресин стал моим наставником, когда я уже в целом сформировался и чего-то, несмотря на молодые годы, добился в этой жизни. И дальше его мудрыми советами я попросту воспользовался. То же самое могу сказать в отношении сегодняшнего спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который дает мне, как старший товарищ, он меня не намного старше, но отличается особой мудростью. Гениальный политик, аппаратчик, вот уж кто действительно реальный, сильный политик и надежный сподвижник президента России. И он дает много мудрых, дружеских советов, которые я также должным образом прислушиваюсь и использую в работе. Но вместе с тем, действительно, с молодых ногтей приходилось самому работать, добиваться, рисковать. В этом плане, Мария Валерьевна, мы с вами в чем-то совпадаем. Мне хотелось бы понять ваши ощущения. В какие моменты вы чувствуете себя по-настоящему живым? Это моменты на трибуне, это моменты какого-то триумфа в партии, это семья, внуки, дети, минуты личной тишины. Момент, когда вы чувствуете себя живым, настоящим. Я чувствую себя, слава Богу, настоящим всегда. Когда вижу вас, Мария Валерьевна, человека мне не безразличного и очень интересного. Сегодня очень велика ответственность за то, что мы делаем, за тех, кто верит нам и идет за нами. Поэтому я предпочитаю оставаться с холодной головой. Я точно не сухарь и особой сдержанностью не отличаюсь, но впадать в эмоции, взрываться сейчас не всегда требуется. О чем вы жалеете? О том, что... Никогда не говорите вслух, но внутри жалеете. Мне расскажите. О том, что, может быть, когда-то был слишком либерален, слишком мягкотелым, слишком добрым к тем, кто этого не заслуживает. И мои коллеги и друзья на это мне указывают, а я прислушиваюсь. Жалею о том, что в свое время мало занимался спортом, набрал лишний вес, а сейчас сбросил 33 килограмма и чувствую себя как в детстве. Жалею о многих, наверное, вещах, но не потому, что я повел себя как-то иначе, а потому, что так произошло, как на первом раунде стамбульских переговоров. Сколько наших ребят были бы живы, но история не знает сослагательного наклонения. Они обманули и нас, и себя. И сегодня, благодаря этому, другие реалии,
А страна наша все равно всегда в ключевые моменты человеческой истории была и остается центром тяжести. И именно вокруг идей нашего президента сегодня уже создалось новое глобальное большинство. Те, кто хотят сами решать, каким будет их будущее. И англосаксонский мир, а не мы, они виноваты, что в этом новом глобальном большинстве их нет. Если поискать в интернете подробности о вашей семье, окажется, что есть упоминание, что ваш отец работал в Совете министров СССР, имел какие-то связи. Так это или нет? Конечно, нет. Мой отец работал всю жизнь, как и мама, в институте, который сокращенно назывался ЦНИИК. Минприбора СССР, обычным рядовым инженером всю жизнь, вплоть до выхода на пенсию. Никакого отношения к Совмину, к ЦК, к каким-то связям. Никогда. Все, что я добивался и добился, никак, скорее, к счастью, не связано с моими родителями, с моей семьей. Я вырос в семье, где даже не было телевизора. У нас работала одна мама. У нас был черно-белый телевизор «Темп» на 127 вольт, а в то время в розетке уже было 220. Он включался через трансформатор. И вот трансформатор сгорел. А вместе с ним и телевизор, слава богу, мы были дома, иначе бы все сгорело. Но вот так получилось, денег на новый телевизор не было. И когда я учился в 9-10 классе, у нас дома, наверное, единственного в классе, не было телевизора. Поэтому решал задачки, занимался спортом, работал. Было интересно. Были ли моменты в вашей жизни, воспоминания какие-то, которые из вашего детства, которые вы хотели бы стереть? Типа на улице подошли ребята, отобрали деньги, дали по носу. Ну, у каждого За что человека... было бы стыдно, булочку украл в булочной, тоже не было. Нет, такого нет. И, кстати, во взрослой жизни тоже. Наверное, в моей жизни нет моментов, которые, вернувшись на машине времени назад, я хотел бы стереть, и было бы иначе. Все было бы так же. Через 10 лет, Леонид Эдуардович Слуцкий, как вы себя представляете? Какие цели ставите? Перенесемся во времени. В прошлое уже ходили. Перенесемся в будущее. Через 10 лет. Развивать партию, работать во внешней политике, заниматься спортом, бывать на вашей политической кухне, которая, очень надеюсь, наберет обороты и станет самой популярной программой даже за пределами русского мира. Если бы вы сейчас смогли сесть напротив вашего отца, какой вопрос вы бы ему задали, что бы спросили? Почему мы так редко встречались, когда я был маленький? Вы бы его простили? Я никогда его не осуждал. У каждого своя жизнь. Я воспринял свою жизнь как данность. И мы всегда общались, хотя общались очень мало. Общались ровно. И когда я хранил его, я жалел о том, что в моей жизни, по сути, не было отца. Но это уже то, что я не мог изменить. Он гордился вами? Или ему было все равно? Вот вы добились успеха. Да. Гордился, общался со своей старшей внучкой. Наверное, да. Хотя в этом, если быть честно, его вклада не было. Но, конечно, как и любой отец гордится своим ребенком, который чего-то добился. Так сложилось. А что касается Владимира Ильича Ресина и того, что говорят, я его сын, в каком-то смысле так и есть. Я почитаю его как отца и недаром называю папа. Поэтому во многих смыслах он мой отец. Как и
Для меня и для моих друзей-партийцев отцом в партии, вождем, лидером был и остается Жириновский. Его подходы, его заветы, которые мы выполняем, и один из них выполнен. Стали второй партией. И будем работать дальше. Ради людей, ради партии, ради нашего будущего. Это ответственность каждого из нас. А те места, где я родился, где вырос, я иногда посещаю. Равно как я иногда один прихожу на могилу Жириновского, равно как я иногда езжу в метро, очень много народу узнает, фотографируется. Но ничего, зато очень быстро попадаешь из точки А в точку Б. Не надо отрываться от корней, от истоков, оставлять это в другой жизни. Все это помогает, чтобы мы не отрывались от реальности. А для лидера политической партии это необходимо. Митош, спасибо большое за вашу откровенность, за великолепное интервью и за ту искренность, которую вы сейчас сложили. Спасибо вам.